Это расклад на сентябрь 2022 года для тех, у кого Солнце стоит в знаке зодиака Весы, либо ваш асцендент находится в Весах. Итак, я беру 6 карт из колоды, и это 6 осей зодиакального астрологического круга, показывает все сферы жизни. Итак, давайте посмотрим, что карты хотят сказать вам в сентябре. Прогноз на сентябрь. Но, уважаемые весы, здесь у вас на первом месте у вас будут вопросы материнства, какой-то женственности, таких чувств, которых вам может дать только любовь, взаимосвязь с вашим ребенком, либо с вашей мамой, либо с вашей женой, с женщинами вообще. Здесь у вас будет, наверное, много общения с женщинами, либо какая-то женщина поможет вам осознать глубину себя, как женщины, как матери. Если вы мужчина, то это может говорить о том, что вы осознаете вот эту силу женской любви материнской, вы, может быть, больше поймете свою маму, и таким образом избавитесь от каких-то своих страхов, осознаете смысл жизни даже, я бы сказала, да, здесь вот ребенок держит яйцо в руке. Это как раз-таки смысл жизни, смысл проявления любви, заботы. Может быть, у вас больше будет таких качеств, и вы захотите эти качества проявлять по отношению к своему любимому человеку. Но мы сейчас еще посмотрим. Мы еще будем говорить об отношениях сегодня. Замечательная карта относительно финансового положения дел. Вы будете просто на троне, как эта королева. И я не вижу здесь проблем с деньгами, вы будете уверены в себе. Может быть, для кого-то это начало какой-то новой работы, новой должности, новые заработки. Но здесь даже не то чтобы новые, а как будто бы вы укрепитесь в том, что у вас уже было. И не исключено, что ваш заработок, ваш доход и ваше состояние удовлетворенности деньгами именно в сентябре будет зависеть от того, как вы выглядите, как вы себя чувствуете. Вы может быть, пересчитаете какие-то деньги свои, богатства, которые вы имеете, и вы поймете, что у вас очень хорошее, прочное положение, трезво посмотрите на вещи. А для кого-то, может быть, это будет говорить о том, что вы мало тратите деньги на себя, на свою красоту, и вы захотите как-то улучшить внешность свою, чтобы выглядеть более солидно, почувствуете себя более дорого-богато, и вам захочется как-то производить такое впечатление, да, тратить свои деньги на имидж. Но это в целом хорошая карта, если вы захотите это делать, я думаю, значит, у вас будут соответствующие финансы для этого. Но в плане общения с другими людьми, да, здесь будьте осторожны, потому что вы можете проявлять чрезмерную горделивость, гордыню какую-то. Из-за этого вас просто скинут с трона, да, может быть, стоит посмотреть на себя со стороны. Не слишком ли вы кичитесь своей гордостью, какими-то своими успехами вымышленными, да? Может быть, вы больше говорите, чем делаете. И вот на это все вам могут указать в сентябре. Также, возможно, не гнаться стоит вам за какими-то такими людьми, которые слишком много говорят, рассказывают о чем-то. Например, вы захотите получить курс обучения какого-то, да, и вы выбираете, соответственно, этих учителей, там, группы, и они каждый расписывает о себе, что лучше, чем наш курс хороший и так далее. И вам может приглянуться больше те, кто больше говорит, да, а не то, что вложено в это обучение. То же самое может быть, если вы собираетесь покупать, допустим, автомобиль. Вам распишут, какой он хороший, красивый. Или вы просто сами привлечетесь к такой машине, которая будет внешне более красивая. Но это только внешность. Так что задумайтесь над содержанием, да, не ведитесь на чрезмерное хвастовство, расписывание, вот это все. Вообще вся информация, которая к вам может в сентябре поступать, многое, да, она может быть чрезмерно такая напыщенная. И потом вы все-таки увидите, что вы были неправы, да, или вы, может быть, и себе захотите такое впечатление. Но также это, знаете, еще может что означать. Интересно, кстати, что какие-то ваши представления, которые у вас были созданы, например, вы думали, что ваш диплом, который вы получили, он очень хороший. И вы можете с этим дипломом
просто хоть куда. Например, даже вы поедете за границу, и там он будет котироваться. А нет, неправильно это. Или, может быть, вы думали, что вы получили водительское удостоверение, закончили курс и будете прекрасно водить машину, парковаться даже в самых маленьких местах, да, а нет, тоже вы поймете, что это все не так-то просто. Или вы прочитали, не знаю, какую-то книгу, и вы думаете, что вы теперь все знаете об этой науке, но нет. Когда вам стали задавать какие-то наводящие вопросы, опять же вы поняли, что вы не в курсе дела относительно этого вопроса. Так что, если вы обращаетесь в какие-то инстанции, вам нужно особенно, да, какие-то документы по закону, которые нужно все-таки не надеяться на себя, а воспользоваться, может быть, советами еще каких-то других людей. И самому тоже не давать советы, если вы не знаете, точно ли это, правильно ли это. Ну, скажем так, главной целью вашей жизни, весы, в принципе, это неудивительно, вы же такой знак, здесь карта ваша, будет ваш партнер, с партнером здесь у вас хорошие отношения, он будет вам помогать вам выражать себя, искать какую-то дальнейшую цель в жизни, может быть, даже поможет вам устроиться на работу или как-то повыситься по карьере, или у кого-то это свадьба, кстати, очень даже может быть свадьба, либо какие-то документы семейного характера, смена статуса приятная. Может быть, это еще не смена статуса такая официальная, но вы начнете жить вместе, либо официально вам предложит он или она вам, ну как-то, что вы будете вместе встречаться, или вы заявите о себе где-то в соцсетях, там еще среди друзей, что вы уже пара, решите пожениться. В семье у вас может быть какое-то такое объединение, какая-то пара, которая близка вам, может быть, ваш брат и сестра, но здесь это косвенно. Может быть, у кого-то родители поженятся. Бывает же такое тоже. Так что прекрасная карта, она говорит о хорошем супружестве, да, и о радостных событиях в семье, такие как свадьба, годовщины свадьбы празднуют, когда, ну, в общем-то, семейная такая идиллия, встреча с родственниками, родителями. Ну вот относительно, скажем так, какой-то более творческой жизни и бизнеса, здесь вы будете довольно активны, только единственное, что эта активность не всегда будет благоприятно встречена кем-то еще, потому что иногда мы слишком активны, мы не видим, что мы уже не туда заходим. Это, кстати, может означать, что вы, допустим, не знаю, помогаете друзьям. С одной стороны, вы помогаете, а с другой стороны, тут же вы и разрушаете чью-то семью, например, своими советами. То есть благими, доверенными выстроена дорога в ад, что-то вот типа такого. Эта карта хочет здесь сказать. То же самое относительно ваших детей. Вы можете что-то им советовать, очень активно с ними, там, допустим, поехать на учебу, там, они начинают учебу, вы можете к ним приехать, что-то там, какие-то советы им давать, а на самом деле это может им даже повредить, да, то есть с одной стороны вы несете добро, а с другой стороны должны чувствовать, где нужно остановиться, и как бы немного вы будете вот в этой эйфории, активности чрезмерной. Или, допустим, вы собираетесь в отпуск, вы едете и покупаете путевку намного дороже, чем вы можете себе позволить, а потом-то вы должны будете сводить концы с концами дальше, да, в своей жизни. Ну, что тут еще может быть? Ну, в общем, от осмотрительности относительно вот таких вот тем, когда мы действовать хотим с размахом и полностью погружены в какую-то идею и даже не понимаем, что это на самом деле нам может принести. И тут вот у нас карта в этой серии, да, заключительная. Она говорит о том, что в душе вы волнуетесь, то, что вы несете слишком много ответственности на себе, вы как-то неспокойны, либо вы, наоборот, волнуетесь, что вы недостаточно ответственно поступаете относительно работы, что, может быть, вы еще там что-то не сделали, что вы мало сделали, что как бы у вас есть какой-то груз на душе, который вы несете, не можете скинуть, хотя, наверное, нету для этого сильных причин, но вы все равно тащите какой-то груз из прошлого в себе. Здесь мне очень трудно давать варианты, потому что вы понимаете, что это может быть что угодно, но, может быть, в сентябре как раз вы обратите на это внимание, что не все так тяжко, что это только ваше подсознание, что на самом деле у вас, в общем-то, жизнь неплохо складывается, что все идет ровно, и вы начнете потихонечку как бы, избавляться от этих каких-то
подсознательных мыслей. Хотя, конечно, это сделать трудно. Здесь могут быть у вас, может быть, какие-то вопросы, связанные со здоровьем, которые уже тянулись еще из прошлого. Они могли быть связаны с тем, что когда-то в прошлом вы работали на какой-то такой работе, где что-то у вас повредилось, спина, допустим, да, потому что по Сатурну это может быть и спина, колени, там кожа у кого-то, да, потому что Сатурн у нас тоже с кожными покровами еще связан, и сердце даже в том числе. И вот вы как-то надорвались, возможно, и вот все еще лечитесь по этим вопросам, или все еще не можете начать лечение, или, может быть, как-то думаете, что потом, но, наверное, уже откладывать не нужно, и нужно, может быть, пройти какое-то обследование, может быть, начать какое-то лечение. Ну, в общем, здесь такие вопросы непростые, но, как я уже сказала, часть из них могут быть просто надуманные. Возможно, вам нужно поработать над какими-то своими установками, или в вашей обычной жизни что-то вас тяготит. И это может быть вот в сентябре особенно назреет этот вопрос, что немного тяжело будет вам в вашей обычной повседневной жизни. Может быть, вы какие-то тяжести будете, просто упадок сил, энергии чувствовать из-за того, что вам нужно о чем-то заботиться, переживать, какая-то ответственность у вас. Давайте возьмем советы от карт из колоды Ленорман. Что она посоветует вам, весы, в сентябре? Так, тут у нас карта беседка, всадник, письмо. Ну, совет какой? Главное, конечно, вы должны четко понимать, что вы хотите, куда вы идете. Если вы задаете какие-то вопросы, то вы должны не бояться получить на них ответы. И здесь даже у вас придут какие-то ответы, сообщения. Посмотрите, 2 карты, которые говорят нам о том, что вы, возможно, встретитесь с какой-то интересной информацией, получите какую-то информацию. Для кого-то это поездка, для кого-то новые документы, новые связи, знакомства. В общем-то, очень интересно. Давайте еще возьмем из колоды Moonology, что это может означать. Ну, это все хорошие карты вышли. Она говорит о том, что вы будете ждать какого-то ответа на ваш вопрос там, или какое-то сообщение от какого-то человека, и вы его определенно дождетесь. И это будет, скорее всего, приятное сообщение. Может быть, даже любовного характера, потому что здесь карта беседка. Первая четверть Луны. Но первая четверть Луны – это как раз-таки новый цикл в жизни, который начинается, да? Новые какие-то, не то чтобы такой прям большой цикл, но у вас появятся, в общем, новые планы, идеи какие-то, и у вас будет благоприятная возможность для того, чтобы их далее продвинуть. Как бы начало, поэтому здесь у вас очень хорошо месяц должен в целом легко пройти, но единственное, что меня, конечно, немножко взволновала вот эта карта обязанностей каких-то, но я надеюсь, что это все временно, и так как у нас первая четверть Луны, это как раз-таки о каких-то новых делах в вашей жизни будет. Даже, возможно, вы неожиданно получите какие-то интересные такие сообщения о том, что у вас как-то что-то по-новому пойдет. Я вам уже рассказала, с чем это может быть связано. Это может быть связано с партнерскими отношениями, и весточка от ваших родителей, возможно, какое-то приглашение, сообщение. Ну и знакомство в том числе. Это может быть знакомство, начало какой-то интересной переписки. И все это связано с тем, что вы в этот момент тоже меняетесь как личность и как бы становитесь более открыты, более уверены в себе. Вот здесь мне очень понравилась карта королевы, да, которая говорит о том, что все в ваших руках, и вы как бы такой рассвет. Но это, в принципе, не удивительно, потому что сентябрь ведь это месяц дней рождений для весов, и поэтому, конечно, многие из вас могут чувствовать себя на подъеме. Вот такой расклад. Вы были на канале Татьяна Мин, Astrology и Таро. До новых встреч!